Чью личную жизнь вы осмелитесь нарушить на этот раз? За улыбками камер и великолепной сцены разразился шокирующий скандал, потрясший южнокорейский мир развлечений. Пак Саджун говорит, и его слова не только шокируют, но и могут изменить все. Речь идет о Тэйоне и Чингуке? Почему их личная жизнь под угрозой? Не пропустите начало истории, которая оставила безмолвными всю ARMY и публику. Столкновение. Читайте, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить ни одного скрытого факта. Что произойдет, если мир узнает что-то, чего вы даже не готовы признать? Кто имеет право решать, что должно быть известно публике, а что должно оставаться за закрытыми дверями? Является ли популярность билетом к свободе? Или это клетка без окон, чтобы дышать? Все это, казалось, взорвалось одним обычным утром, слишком обычным, чтобы быть началом бури. На анонимной платформе появилось 42-секундное видео с намеренно размытым разрешением и двусмысленным, но провокационным заголовком «Вы думаете, знаете, кто они?». В течение 3 часов видео было скачано тысячами пользователей. Ни водяного знака, ни времени, ни очевидного места. И все же эти звуки, они звучат до боли знакомо. Голос, знакомый миллионам людей по всему миру. Даже в самом тихом шепоте слышен смех Чингука, который может исходить только от Тэйона. Само видео мало что показывает. Просто двое мужчин за темной стеной разговаривают о чем-то, что для некоторых может показаться пустяком, легкие ночные беседы, смех, случайные ощущения, которые кажутся бессмысленными. Но именно это и делает его реальным. Слишком реальным. Когда видео появилось, пользователи сети тут же разделились во мнениях. Это старое видео? Это результат работы Или это действительно тайный момент, который никогда не должен был выходить за пределы их личного пространства? HYBE не сделал никаких заявлений в первые 12 часов. А в быстро меняющемся мире 12 часов молчания – это 12 лет в цифровом формате. Начали появляться теории заговора. Некоторые связывали это с одиночной поездкой Чингука в Японию в прошлом месяце. Другие предполагали, что это часть внутреннего саботажа, небольшая искра более масштабного конфликта внутри агентства. Но все меняется, когда наконец всплывает одно неожиданное имя. Пак Саджун, опытный актер и близкий друг Тэйона, известен своим спокойствием, дипломатичностью и осторожностью в вопросах личной жизни коллег. Но на этот раз он не молчал. В эксклюзивном интервью японскому СМИ, которое изначально должно было касаться его нового фильма, Пак Саджун неожиданно вставил неожиданную фразу: «Иногда люди считают, что имеют право вмешиваться в чью-то личную жизнь только потому, что они знамениты. Но никто из нас никогда не соглашался с тем, что видео должно распространяться. Я знаю, что Тэйон и Чингук сейчас очень расстроены. И, честно говоря, это не первый раз, когда нарушается их частная жизнь». Интервью стало вирусным. Его ролик был опубликован более 2 миллионов раз на X за 5 часов. Эта фраза разожгла страсти не только из-за защиты Пак Саджуном своего лучшего друга, но и потому, что заявление дало сильный сигнал. Произошедшее не пустяк. За их улыбками и жестами перед камерой скрывается нечто более глубокое, мрачное и болезненное. В предыдущие недели действительно сохранялась некоторая неловкость. Преданные фанаты, вероятно, это заметили, хотя тогда никто не осмеливался делать выводы. Чингук внезапно отказался от прямого эфира и прислал только запись. Тэйон выглядит более сдержанным, чем обычно, даже в развлекательном шоу, обычно полном шуток. В одном из радиоэфиров их даже не упомянули как находящихся в одной студии, хотя время записи, судя по всему, было небольшим. Теперь, после публикации видео, все мелкие моменты пересматриваются, разбираются и анализируются фанатами. Каждое подмигивание, движение рук, интонация голоса – все рассматривается как часть огромной неразгаданной головоломки. И самое поразительное, на 34-й секунде этого видео отчетливо слышен слабый звук, если его усилить с помощью аудиопрограммы. Голос говорит: «Закройте дверь». Никто не знает, что мы здесь. Никто не называет имени. Лицо не видно.
Но публике не нужно все это, чтобы сделать выводы. Они считают, что уже все знают. Еще более удивительным оказалось то, что некоторые фанаты обнаружили, что видео было загружено с зарубежного сервера с анонимным идентификатором, который использовался всего один раз, 2 года назад, когда уже грозил разразиться внутренний скандал в HYBE. Это порождает еще одну теорию о том, что инсайдеры пытаются вновь открыть старые раны. Но почему именно сейчас? И почему мишенью стали Тэйон и Чингук? Некоторые предполагают, что это связано с новым проектом, который, как говорят, вовлекает их в несвязанный с музыкой творческий процесс, нечто очень личное, над чем они тайно работали последние 2 года. Проект, который, если будет реализован, может полностью изменить общественное восприятие их. И, возможно, именно поэтому это видео появилось сейчас, чтобы помешать, оказать давление или даже угрожать, прежде чем все будет действительно готово к объявлению. В разгар этого хаоса южнокорейские СМИ разделились во мнениях. Некоторые пытаются сгладить спекуляции нейтральной позицией. Но есть и те, кто открыто называет видео доказательством необычных отношений между 2 участниками BTS. Одна навозная станция даже выпустила громкий заголовок «Скрывают ли Чингук и Тэйон секреты, которые публика не хочет раскрывать?». И ARMY отреагировали не менее резко. Десятки тысяч комментариев заполонили социальные сети. Хэштеги «Решетка против Тэйонг» и «Решетка Юстичи Фарюнкак» стали популярными во всем мире. Но за этой волной поддержки скрываются также нападки ненависти, необоснованные предположения и даже угрозы от людей, утверждающих, что знают больше. И во всем этом хаосе остается загадкой одно: кто первым снял видео? Ответ может быть скрыт за дверями, которые еще не открылись. Но одно ясно. Это не обычные сплетни о знаменитостях. Это нарушение. Это рана. И, возможно, это начало чего-то большего, более глубокого и удивительного, чем кто-либо мог себе представить. Тем временем камеры продолжают снимать, микрофоны остаются включенными, и мир ждет правды, которая, возможно, никогда не откроется полностью. Вернее, правда существует уже давно, но мы предпочитаем ее не видеть. В условиях растущей волны медийного ажиотажа и пристального внимания молчание больше не защищает. Оно превращается в топливо для всех неконтролируемых предположений. В мире, где каждый считает, что имеет право знать, 1 секунда без разъяснений может породить тысячи диких спекуляций. Именно с этим сейчас сталкиваются Чингук и Тэйон, 2 громких имени, 2 лица, которые всегда были синонимами улыбок, сцены и гармонии. Теперь они в центре бури, которую не начинали, но им приходится с ней столкнуться. Через несколько дней после появления анонимного видео и заявления Пак Саджуна, разжегшего новый огонь, общественность начала замечать то, что раньше ускользало от внимания – официальную позицию HYBE, которая так и не появилась. Никакого заявления. Никаких разъяснений. Никакой пресс-конференции. Просто молчание. Молчание, которое звучало слишком глубоко, чтобы быть случайным. Но в пасмурный день в Сеуле, без официального объявления, внутренний источник, утверждающий, что он является частью команды цифровой безопасности HYBE, связался с одним из журналистов-расследователей независимой телерадиокомпании. Не для того, чтобы внести ясность, а чтобы слить информацию, которая полностью изменила направление публичного обсуждения. В 3-минутной 17-секундной аудиозаписи, отправленной редактору, источник произносит одну поразительную фразу в начале: «На самом деле, мы уже знаем, кто загрузил видео, но никто не осмелился действовать». Согласно информации, которая позже была частично подтверждена с помощью цифровой криминалистики, видео не было тайно записано фанатами, не являлось результатом взлома скрытой камеры и не было создано искусственным интеллектом, как предполагалось. Видео было снято на частной репетиции в одной из закрытых студий за пределами главного здания HYBE, студии, доступ к которой, как утверждается, имеют только тщательно проверенные артисты и сотрудники. Что еще более удивительно, доступ в комнату был зафиксирован системой безопасности, а данные об использовании RFID показали, что за время, относящееся к записи, входили и выходили только 3 человека – Тэйон, Чингук и 1 старший менеджер по имени К. Имя К сразу же привлекло внимание.
Он не новичок в корейской индустрии развлечений. До прихода в BTS в качестве креативного менеджера проектов он занимался менеджментом нескольких ведущих артистов. Он известен своей спокойностью, эффективностью и скрытностью. Но кое-что редко известно публике. У также есть связи с зарубежными независимыми продюсерскими компаниями, особенно в разработке документального контента. Так может ли быть так, что видео изначально задумывалось как часть их личного секретного документального проекта или что-то, о чем даже не говорилось публично? Если это так, почему запись попала в руки третьей стороны? И почему она вдруг анонимно появилась на зарубежных платформах? Источник не объяснил всего, но дал одну важную подсказку. Внутри группы уже больше года идет конфликт. Не между участниками, а в кругу доверенных сотрудников. Некоторые из ближайшего окружения были недовольны тем, что им не предоставили полного доступа к плану нового проекта Чингука и Тэйона, который, как сообщается, разрабатывался настолько конфиденциально, что в нем участвовала лишь небольшая межведомственная команда. Есть зависть. Есть борьба за власть. И, наконец, произошло предательство. Между тем, общественность остается в неведении относительно этого конфликта. Все, что они видят, это то, что двух их кумиров атакуют, делают объектом спекуляций, а их намерения ставятся под сомнение всего лишь из-за одной личной записи. А когда новость об утечке источника записи тайно распространяется в цифровом сообществе журналистов-расследователей, давление на HYBE становится невыносимым. Но больше всего ранит не реакция общественности или СМИ. И не дикие спекуляции об их личных отношениях. Самые сильные удары наносят люди, которым они доверяют. Бывший хореограф, работавший с ними во время их мирового турне 2022 года, дал интервью для небольшого подкаста, который обычно слушают только инсайдеры индустрии. Но фрагменты его интервью были вырезаны, распространены и пересланы без контекста. Чингук и Тэйон всегда были слишком близки. Я часто вижу, как они репетируют вместе допоздна, смеются без причины, шепчутся друг с другом. У них свой собственный мир. Эта фраза, хотя и не содержит обвинений, многими рассматривается как подтверждение всех возникших теорий. И неожиданно некоторые международные бренды, спонсировавшие их сольные проекты, начали вести себя двусмысленно, затягивая контракты, приостанавливая рекламные кампании или требуя времени для оценки развития событий. Это уже не просто скандал. Это уже публичный суд, не знающий личного пространства. Формируется грандиозная история с их согласия или без него. Однако посреди всего этого неожиданно появилась фигура, готовая высказаться, RM. В короткой прямой трансляции на платформе фан-сообщества RM внезапно вставил фразу с выражением лица, явно сдерживающим эмоции. Бывают моменты, когда нужно говорить, а бывают моменты, когда нужно защищать. Сейчас больше всего нужно молчание. Это не значит проиграть, а уберечь дорогого нам человека от более глубокой раны. Атмосфера мгновенно изменилась. Фанаты начали понимать, что происходящее не просто вирусные сплетни. Это настоящая рана. Это настоящее нарушение прав двух людей, которые даже не успели ничего объяснить. У многих возник вопрос, если это не они слили информацию, если это не часть рекламной стратегии, то кто отнимает у них право на молчание и почему именно сейчас? Двери начали открываться не из-за официальных разъяснений, а под давлением правды, которая требовала своего места. За кулисами начали задействованы юристы, не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы защищать. Потому что, по словам другого внутреннего источника, сам Тэйон на прошлой неделе на экстренном совещании сказал: «Если вы не можете нас защитить, по крайней мере, не продавайте нашу историю». И в этой одной фразе все кажется очень ясным. Они злятся не из-за скандалов. Они злятся не из-за обвинений. Им больно от того, что то, что должно было принадлежать им, было украдено, а затем без предупреждения продано всему миру. Что делает человека героем? А что делает его предателем? Можно ли считать запоздалую поддержку спасением? Или же, когда буря уже разразилась, каждый звук, который появляется, звучит как последняя пуля, одновременно выстреливающая и отражающая. После косвенных замечаний RM, вызвавших новую волну сочувствия, корейский мир развлечений больше не может комфортно сидеть в молчании.
Некоторые крупные СМИ, которые ранее лишь отражали общественное мнение, как пустое эхо, начали открывать пространство для углубленного обсуждения. Внезапно тема неприкосновенности частной жизни знаменитости стала общенациональной, ее обсуждали в популярных ток-шоу, спорили на университетских форумах и даже включали в заголовки юридических бюллетеней. Но за этими дискуссиями скрывалось нечто тайное. Целых 2 недели Тэйон и Чингук не появлялись на публике. Ни личной жизни, ни постов в Инстаграм. Нигде не появлялись. Даже фанаты, которые обычно могли увидеть их в аэропортах, ресторанах или за кулисами, теперь не могли заметить их присутствие, как будто они исчезли или были намеренно спрятаны. Некоторые начали спрашивать, HYBE оттолкнул их или они просят о защите? И как раз когда вопрос стал слишком запутанным, возник еще один неожиданный сюрприз. На престижном кинофестивале в Пусане Пак Саджун снова появился, на этот раз не только как актер, но и как посланник. На его костюме красовалась маленькая булавка, простой формы, с выгравированными из тонкого серебра буквами Q*A. Никто не объяснил ее значение, но публика вскоре приписала ей символическую поддержку Тэйона и Чингука. А после окончания мероприятия журналисты сбились в кучу, пытаясь получить от него хоть одно заявление. Саджун медленно произнес: «Мы живем в мире, где каждый может говорить, но не каждого слышат. Я просто хочу убедиться, что 2 важных голоса не будут заглушены страхом». Эта фраза снова стала вирусной. Но более того, маленькая булавка на костюме Саджуна стала символом молчаливого сопротивления. Некоторые знаменитости тоже начали носить их: известный композитор, 2 актрисы старшего поколения и даже одна ведущая национальных программ носили похожие булавки в прямых эфирах. Но это как обоюдоострый нож.